Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала, с вами Михаил Сманцарев. Сегодня я хочу обратиться, в первую очередь, к рыбакам, коллегам, к тем, кто занимается туризмом и прочим людям, которые занимаются активными видами отдыха. Я хочу вас познакомить вот с такой вот супер печкой, которая у меня отработала 7 лет, и вот в настоящий момент она требует обслуживания, но я заодно решил ее немножко модернизировать. Вот почему и для чего модернизировать, я вам расскажу. Но здесь ручечка, она у меня сделана из кружки, из нержавеющей большой. Вот каким образом? Каким образом? Здесь есть крышечка тоже стандартная. Вот видите, она какая вся закопченная, во. Если взять, то есть она у меня проработала 7 лет. И вот я сейчас решил ее модернизировать. Но сразу скажу, что многие делают из различных консервных банок, вот, и так далее. Я тоже, в общем-то, не против того, что из этого можно сделать, но я делаю всегда из хорошей стали, из нержавейки. Вот она у меня проработала 7 лет. Сейчас я еще раз ее подработаю, обслужу, и она у меня проработает еще 7 лет. То есть я не люблю там какие-то вещи временные, люблю вещь, когда лежит и в любой момент готова к использованию. В чем преимущество вот этой вот моей печки? Ну, во-первых, видите, отверстие насверлил, и вот до уровня где-то сантиметр ниже отверстий я туда заливал воск, или можно свечку парафиновую, но старайтесь брать свечку парафиновую без краски белую, потому что потом эта краска будет гореть, будет коптить, и вы там будете ее нюхать. Это одна из причин, по которой я тоже ее дорабатываю. Затем у меня здесь вот были вставлены вот такие вот. Одна палочка, вот так вот, и вторая накрест. И к ней было привязано 5 фитилей. Из этих же свечек, которые я расплавлял, я их взял. Вот на 1, там, 2. Они у меня были по кругу. Сейчас просто они уже выгорели, почему я и решил ее обслужить. И, например, если я центральный фитиль поджег, то он у меня спокойно греет, кружка большая, теплая, значит, и в палатке хорошо. Нужно мне пищу подогреть, я по кругу еще 4 штучки поджег, у меня она работает как практически печка для приготовления пищи. Было даже пару раз такие случаи в жизни, когда дети из школы маленькие еще были, приходили, а света нету. А у меня плита электрическая, я давал жене, она на ней пищу подогревала. То есть мы, когда ее обслужим, сделаем, я покажу, как на ней можно, в общем-то, без всяких проблем сжарить яичницу. Значит, что мне не нравится в этой печке? Что выявилось в процессе эксплуатации? Ну, во-первых, довольно трудно вот туда поджигать. Поэтому я сейчас сделаю туда поддончик. Опять же, если вы делаете из банок консервных, можете сделать из банок. Я сделаю вот из такого старого термоса. Каждый рыболов, наверное, имеет у себя в арсенале не один термос, который не держит тепло. То есть я вот так вот его отрежу сейчас болгарочкой, и после этого мы с вами продолжим. Ну вот, я ее вырезал, даже оставил вот такую полосочку и сделал из нее ушко. Для чего это надо? Ну, во-первых, когда мы будем поджигать, мы его отогнем немножко и будем за нее вынимать. И второе. При подогреве и приготовлении пищи можно будет поднять ее чуть повыше над дном, ну и изнутри повесить над дном, для того, чтобы пламя было поближе, там, к сковородочке или какой-то кастрюльке. Так, теперь я уже одну свечку начал разбирать. Вот один фитилек я беру, потому что там фитили есть, я их вытащу, но мало ли не хватит. И заодно все равно парафин выгорал, чуть-чуть добавим, если будет мало. Вот мы все подготовили, теперь приступаем к прогреву. Вот у меня готово, видите, две отверточка и проволочка. Теперь я должен, грузики привязаны к каждому фитилю, чтобы он не всплывал. Грузик должен лежать на дне, потому что если он будет не будет лежать на дне, тогда при прогреве он может утянуть
Ну, наверное, вы догадались, что я перелил в кружечку, которой нет дырочек сбоку, чтобы аккуратно можно было залить. Все, теперь ждем, пока воск застынет. Ну вот наш элемент нагревательный готов. Вот он, 4-5 фитилей, 4 маленькие, центральные побольше взял. Теперь надо его сюда вот его загрузить аккуратненько. Повернуть, как нам будет удобно. Вот я про что говорил. Вот так вот можно поднимать его и поджигать. Давайте это и сделаем сейчас. Поднимем. Но вот так вот, если мы будем делать, у нас будет гореть. Вот один. Мы закрываем. И у нас вот печечка работает, греет и не гаснет на ветру. Если нужно потушить ее, просто берем и потушили. Сейчас включим вентилятор, чтобы у меня здесь она просто еще не прогорела, поэтому дымит. Теперь, предположим, нам необходимо что-то приготовить. Я еще вот так зажигал, когда мне было неудобно. Вот так я еще их зажигал. Ставим вниз. Вот сюда вот наверх. Выключу, потому что очень шумно. Вот я ставлю сковородочку. Ну вот, масленица разогрелась. Теперь можно разбить яичко. Ну вот, наше жареное яичко практически готово. Запах даже меня заставляет подумать об обеде, потому что время обеда. Но хочу обратить внимание, что я здесь даже не приподнимал. Кому нужно, чтобы намного быстрее жарилось и, скажем, там какие-то другие вещи, картошку пожарить, можно приподнять вот это вот нижний поддончик вверх со свечками, вот, с фитилями, а можно просто добавить еще количество фитилей. То есть, например, не 5 фитилей, а 9 по одной штучке на каждую палочку. Итак, с вами был Михаил Сманцарев. Кому что не ясно, задавайте вопросы. Спасибо за внимание. До свидания. Не забывайте ставить лайки.